Марк подошел к вольеру Луны. Он заметил кое-что необычное. Тигрица беспокойно расхаживала взад-вперед, не сводя с него глаз, и отказывалась отпускать его. Даже прижалась к ногам Марка. Сердце Марка сжалось, когда он почувствовал ее беспокойство. И он понял, что что-то не так. Отчаявшись понять поведение Луны, Марк позвонил ветеринару зоопарка доктору Саре Беннет. Она осторожно приблизилась к вольеру Луны, внимательно наблюдая за ней. После быстрого осмотра доктор Беннет сделала поразительное открытие. «Нам нужно действовать быстро!» — кричит она. Все произошло слишком быстро, чтобы Марк мог по-настоящему осознать, что происходит. Он знал, что с Луной что-то не так, но то, что ее нужно было немедленно доставить в лучшую ветеринарную клинику в округе, было хуже, чем он мог предположить. В какой опасности находился его любимый тигр? И хуже всего было то, что доктор Сара отказалась рассказать ему о том, что она обнаружила. Только в ветеринарной клинике Марку стала ясна реальность ситуации. Наконец-то он понял поведение Луны. И ему стало так плохо, что он не понял, что происходит раньше. Возможно, тогда всего этого можно было бы избежать. Но что происходило с беременной Луной? Почему она отказалась отпустить Марка, и сможет ли ветеринар помочь ей? В лунном зоопарке, вероятно, содержалось одно из самых необычных животных в мире. Это молодая тигрица, которая необычайно мала для своего возраста. Эксперты готовы назвать ее миниатюрной тигрицей, что сделало бы ее единственной в мире. Но сначала она должна перестать расти, прежде чем они смогут быть в этом уверены. Но ее размер был не единственным, что делало Луну особенной. Животное. К тому же она была беременна. В зоопарке также был тигр-самец, и после нескольких попыток они, наконец, увенчались успехом. Он знал Луну насквозь, и именно поэтому он был первым, кто заметил, что что-то не так. Поведение Луны, казалось, изменилось буквально за одну ночь. Марк заметил это сразу же, как только подошел к ее клетке тем утром. В большинстве случаев большая кошка любила поспать, и ему приходилось будить ее, чтобы накормить, чтобы начать день. Но не сегодня. Луна была на ногах, неустанно расхаживая взад и вперед по клетке, и когда она заметила, что он приближается, ее взгляд был полностью сосредоточен на нем. Выражение глаз Луны на самом деле немного напугало Марка. Она выглядела очень обеспокоенной, почти сердитой. В прошлом он много работал с тиграми и хорошо изучил это животное. И он знал, что этот взгляд не может означать ничего хорошего. Вероятно, ему было бы лучше не садиться сегодня в клетку. Луна никогда раньше его не слышала, и он ей очень доверял, но не хотел рисковать понапрасну. Однако в тот день он провел с Луной много времени, потому что все еще очень беспокоился о своем друге-кошке. Он надеялся, что в течение дня она немного успокоится, но выражение ее лица не изменилось. Однако она также не хотела отходить от Марка и сидеть с ним, даже когда он находился за пределами ее вольера. Но Марк действительно не хотел, чтобы его останавливали. Он хотел решить эту проблему и хотел решить ее быстро. Он подошел к клетке Луны полной решимости. Он хотел попасть туда, к тигрице, о которой так заботился. Он знал, что с ней что-то не так, и больше всего на свете хотел помочь ей. Луна еще не заметила, как он подошел к ней, и Марк осторожно пробрался в клетку, надеясь, что не совершает ошибку, которая изменит его жизнь. Когда Луна заметила его, она не колебалась ни секунды и сменила своего постоянного опекуна. Сердце Марка чуть не выпрыгивало из груди, и он закрыл глаза. Он был готов ко всему, что его ожидало. Он ожидал, что скоро в его тело вонзятся когти и зубы. Но вместо этого он почувствовал, как Фьюри крепко сжал его лапу. Он открыл глаза и увидел, что Луна обхватила передними лапами его ноги. Он никогда раньше не видел, чтобы она так делала. Он знал, что они были близки, но на самом деле объятия тигрицы были чем-то совершенно иным. Марк даже не знал, как на это реагировать, но когда он посмотрел в глаза Луне, он точно понял, что нужно делать. Это животное было напугано. Это было совершенно очевидно для него. В ее глазах читался страх. Возможно, ощущение беременности было настолько новым для нее,
что испугало ее. Просто необходимо было что-то предпринять, и сделать это нужно было быстро. Когда Марк сообщил, что с Луной возможно что-то не так, весь зоопарк был немедленно приведен в состояние повышенной готовности. Луна, вероятно, была самым дорогим имуществом в зоопарке, поэтому даже мысль о том, что с ней что-то может случиться, вызывала у всех мурашки по спине. Тело. От ночного уборщика до директора и владельца зоопарка. Ветеринар зоопарка, доктор Сара Беннет, была у клетки менее чем за 15 минут, что было еще более впечатляющим, учитывая тот факт, что ее даже не было в зоопарке, когда ей позвонил Марк. Он все еще был в клетке с Луной, когда появилась Сара, и быстро начал махать ей, приглашая войти. Но Сара, по понятным причинам, немного колебалась. Сара глубоко вздохнула, ее пальцы слегка дрожали, когда она медленно приблизилась ко входу в клетку. Пронзительный взгляд Луны следил за каждым ее движением. Воздух сгустился от напряжения. Независимо от того, насколько хорошо, по нашему мнению, мы их знаем, всегда есть элемент дикости, который мы не можем предугадать. События из прошлого прокручивались в голове Сары. Луна, однажды спасенная от группы браконьеров, по понятным причинам испытывала глубокое недоверие к незнакомым людям. Несмотря на то, что Луна смирилась с Марком и несколькими другими людьми, посторонние люди часто пробуждали в ней защитные инстинкты. Сара, несмотря на то, что была ветеринаром, все еще оставалась посторонней в глазах Луны, напоминая о травме, которую она пережила в прошлом. Понимая, что заставляет Луну действовать, Марк медленно переместился в стратегически важное место в клетке. Мягко подталкивая Луну в угол, он произносил успокаивающие слова и делал незаметные движения телом. Его конечной целью было создать барьер, позволяющий Саре лучше видеть, не вторгаясь в пространство Луны. Сара, стоявшая в безопасности за пределами ограждения, начала раздавать указания. «Проверь ее лапы, Марк. Посмотри, нет ли припухлостей». Марк повиновался, осторожно стараясь взглянуть на тигрицу, не раздражая ее еще больше. Этот танец указаний продолжался, пока Сара пыталась оценить ситуацию через посредника. На лице Сары отразилось беспокойство. Расстояние в сочетании с возбужденным состоянием Луны делало практически невозможным получить точное представление о ситуации. Каждая попытка сопровождалась рычанием или сдвигом с места, что еще больше затрудняло ясность. В воздухе витало явное разочарование. Марк посмотрел на Сару. Их общее понимание было очевидным. Этот метод не работал. Риски были слишком высоки, а выгоды минимальны. Животное. «Нам нужен другой план», — пробормотал Марк, осознавая растущие трудности. Сара кивнула в знак согласия. Ее мозг уже лихорадочно перебирал варианты. Шепот среди сотрудников зоопарка становился все громче по мере того, как распространялись слухи о состоянии Луны и ее предстоящем материнстве. Каждое мгновение казалось критическим. Необходимость обеспечить безопасность не только Луны, но и ее нерожденных детенышей накаляла атмосферу, делая ставки еще более высокими. В медицинском кабинете зоопарка разгорелся спор. «Мы могли бы дать ей успокоительное, чтобы лучше рассмотреть», предложил один из техников. Но Сара возразила, подчеркнув риски, особенно учитывая беременность Луны. Обсуждение продолжалось, и каждый вариант взвешивался с учетом возможных последствий. На импровизированном собрании собрались работники зоопарка, ветеринары и даже некоторые административные работники. Посыпались идеи. От использования лакомств, чтобы отвлечь Луну, до использования специализированного оборудования. Всех объединяла общая цель – обеспечить благополучие Луны, не прибегая к радикальным мерам. После многочасового обсуждения и безуспешных попыток найти оптимальное решение было принято непростое решение. Чтобы удержать Луну, они использовали мягкие наручники, которые минимизировали бы потенциальный вред, но позволили бы провести тщательный осмотр. Это было не идеально, но, учитывая это обстоятельства, казалось единственным разумным решением. Марк стоял мрачный, с тяжелым сердцем.
Он посвятил годы укреплению доверия с Луной. И мысль о том, что он может нарушить эту связь, даже на мгновение причиняла ему глубокую боль. «Это для ее же блага», — прошептала Сара, пытаясь хоть как-то утешить ее. «Оно». Атмосфера была напряженной, так как сотрудники собрались со всех уголков зоопарка. Опытные работники зоопарка, дрессировщики и несколько отважных волонтеров готовились к предстоящей задаче. Вооружившись инструментами и снаряжением, они приготовились справиться с задачей обуздать могущественную тигрицу, не причинив ей вреда. Двигаясь в унисон, команда приблизилась к Луне. Луна. Некоторые использовали веревки, в то время как другие держались за удерживающие приспособления. Каждое действие было рассчитано, и каждое движение было синхронизировано, чтобы обеспечить безопасность Луны. Танец между человеком и животным был деликатным, и каждый понимал всю тяжесть своей ответственности. После того, что казалось часами, но на самом деле было всего лишь минутами, Луну, наконец, связали. Раздался общий вздох облегчения, когда веревки выдержали, и могучая тигрица была временно усмирена. Это позволило Саре уверенно приблизиться, зная, что Луне ничто не угрожает и она не пострадает сама. Сара быстро приступила к осмотру. Каждый удар сердца, каждый вздох, каждый нюанс тела Луны были под пристальным вниманием. Окружающий воздух вибрировал от предвкушения. Марк внимательно наблюдал за происходящим издалека, с тревогой ожидая хоть какой-нибудь подсказки о состоянии Луны. Беспокойство. В середине ее оценки выражение профессиональной сосредоточенности на лице Сары сменилось на крайнюю озабоченность. Она остановилась, перепроверяя то, что обнаружила, ее пальцы задержались на определенном участке тела Луны. Марк заметил перемену, и у него внутри все сжалось от беспокойства. Не колеблясь, Сара подала знак сотрудникам зоопарка. Через несколько мгновений по помещению разнесся отдаленный рев машины скорой помощи для животных. Очевидно, что время было на исходе, и по мере приближения машины необходимость в срочности возрастала. Марк попытался подойти к Саре. Сара с нетерпением ждала новостей, но, казалось, была глубоко погружена в свои мысли, решив пока не разглашать никакой информации. Марк был вне себя от разочарования. Загадочное выражение на лице Сары добавило неопределенности в ситуацию. Процесс погрузки Луны, все еще связанной, в машину скорой помощи был кропотливым. Марк, всегда такой заботливый, решил последовать за ним на своей машине. Ему нужно было быть рядом, нужно было знать каждую деталь того, что произошло дальше. Поездка в клинику прошла в пугающей тишине, но мысли Марка были совсем не о том. Воспоминания о первом появлении Луны в зоопарке, их крепнущей связи и бесчисленных моментах, которые они разделили, прокручивались в голове. На него давил груз беспокойства, каждая миля казалась длиннее предыдущей. Огромная ветеринарная клиника возвышалась как маяк. Известная своим современным оборудованием и квалифицированным персоналом, она была лучшим средством для выздоровления Луны. Марк наблюдал, как Луну осторожно выгружали и перевозили внутрь. С тяжелым сердцем он последовал за Луной, надеясь, вопреки всему, на положительные новости. Когда Луну поспешно доставили в операционную, Марк внезапно ощутил острую боль разлуки. Двери закрылись, и он остался снаружи, чувствуя себя беспомощным. «Сара, пожалуйста», — взмолился Марк, — «с Луной все в порядке? Что вы нашли?» Его широко раскрытые от беспокойства глаза искали ответа у ветеринара. По коридору разносилось эхо его настойчивого голоса. Сара осторожно отвела Марка в более уединенный уголок клиники. «Нам нужно тихое место, чтобы поговорить», — пробормотала она, ведя его в маленький кафетерий, спрятанный вдали от больничной суеты. Поставив перед ними чашки с дымящимся кофе, Сара начала свое объяснение. Теплый напиток казался неуместным, учитывая холодность разговора, но он немного успокоил ее. «Были нарушения», — начала Сара, слегка колеблясь. «Я почувствовала необычные выпуклости в матке Луны, с чем я раньше не сталкивалась у тигриц». Она продолжила.
Существует вероятность серьезной инфекции. Я не часто сталкиваюсь с таким, но это серьезно, Марк. Нам нужно действовать быстро. Однако, несмотря на беспокойство, в глазах Сары зажегся оптимизм. Это непросто, но есть способы лечения. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Луне пройти через это, заверила она. Марк, сделав глубокий вдох, ухватился за этот лучик надежды. Ситуация действительно тяжелая. Мягко начала она, серьезно глядя Марку в глаза. Но у нас есть несколько обнадеживающих новостей. Инфекция Луны, хотя и является бесспорно серьезной, локализована. Это означает, что у нее не было возможности быстро распространиться по всему организму. Такая необычная локализация дает нам значительное преимущество, когда речь заходит о разработке и внедрении стратегии лечения для нее. Время имело решающее значение, каждая секунда была драгоценна, и команда медиков, осознавая серьезность ситуации, сосредоточила свои усилия на самом высоком уровне. Сара, как главный специалист, четко координировала каждое движение, обеспечивая Луне оптимальный комплексный план ухода, в котором приоритетное внимание уделялось безопасности как тигрицы, так и ее будущего потомства. Марк оказался в вихре беспокойства и надежды, казалось, застыв во времени. Он был погружен в состояние напряженного ожидания, крепко цепляясь за малейший лучик надежды. Пока он ждал, каждое тиканье часов было суровым напоминанием о битве с высокими ставками, которая велась за то, чтобы отвести Луну от края пропасти. Стрелки часов, казалось, тянулись бесконечно долго, но в конце концов Сара появилась, и в ее позе была заметна усталость. Тем не менее, в ее усталых глазах читался оптимизм. Со слабой улыбкой она подошла к Марку, нарушив молчание. Первые результаты многообещающие. Луна, похоже, положительно реагирует на наше агрессивное обращение. Ее слова действуют как нежный бальзам на расшатанные нервы Марка. Изолированный в приглушенной атмосфере комнаты ожидания, Марк оказался в эмоциональной одиссее. События прошедшего дня прокручивались у него в голове, как американские горки. Абсолютный страх, пылкая надежда и всеохватывающая привязанность к Луне. Когда бархатистый покров ночи начал рассеиваться, уступая место мягким золотым объятиям рассвета, в состоянии Луны произошли значительные изменения. Это было ощутимое изменение. Ее показатели, которые ранее были неустойчивыми, теперь сохраняли обнадеживающую стабильность, предвещая поворот к лучшему в ее продолжающейся борьбе со вредоносной инфекцией. Тяжесть облегчения и благодарности, давившая на грудь Марка, была неизмеримой. Сделав неуверенные шаги в сторону ветеринарной бригады, он сумел выразить свои чувства, хотя и с явным трудом. Слова могут заплетаться, но моя благодарность не знает границ. Собравшись в торжественной обстановке, сотрудники зоопарка вступили в глубокий диалог. Они проанализировали произошедшее, извлекли уроки и совместно разработали эффективные превентивные стратегии. Их общая цель была предельно ясна – обеспечить принятие упреждающих мер для предотвращения повторения подобных травмирующих событий. В зоопарк вернулось ощутимое оживление. Невозможно было не заметить, как Луна вновь стала энергичной, к большому восторгу ее обожающей публики. Ее игривое поведение и задорные выходки рисовали картину ее достойного похвалы возвращения к полноценному здоровью. Во взаимоотношениях Луны, особенно с Сарой, произошли заметные изменения. Взгляд тигрицы, который когда-то был настороженным, теперь светился теплотой и благодарностью. Продолжающийся. Эта крепнущая связь плавно влила Сару в тесный круг доверия, в который вошли Луна и Марк. Коллективное чувство восторга охватило зоопарк. Независимо от того, были ли это преданные своему делу сотрудники или обычные посетители, общее чувство нетерпеливого ожидания нашло отклик. Внимание было приковано к Луне, поскольку все с нетерпением ожидали появления ее детеныша, символического продолжения чудесного цикла жизни. История Луны, отмеченная испытаниями, невзгодами и в конечном счете триумфом, нашла отклик далеко за пределами зоопарка. Это была история о непоколебимой решимости,
профессионализме и глубокой преданности делу. Чудесное выздоровление Луны стало знаменитым маяком надежды, вдохновившим множество сердец. Трудности, с которыми пришлось столкнуться, только укрепили связь между Марком и Луной. Атмосфера в зоопарке была пропитана глубокой надеждой и радостным предвкушением. Предстоящее материнство обещало Луне прекрасное будущее. Возможно, эта глава и подходила к концу, но она содержала в себе трогательное обещание.